Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам. Сегодня рассказ пациента стоматологической клиники. Итак, поехали. Сегодня я расскажу, как ходил к стоматологу. Сразу скажу, я за своими зубами слежу, чищу 2 раза в день, полощу едкими жидкостями, хожу пару раз в год на профилактику. Так меня мама научила. И проблем у меня особых с зубами никогда не было. А тут накануне посидел с приятелем, попил пивка с рыбкой, и в 2 часа ночи адская боль. Не могу ни спать, ни сидеть, ни стоять. Смотрю в зеркало. Вроде и зуб целый, и ничего такого вызывающего боль не вижу. С трудом дотерпел до утра. Пришел в известную, разрекламированную клинику. Думаю, жалко зуба лишаться. Вот тут мне точно помогут. Клиника сразу производит хорошее впечатление. На входе охранник всех в бахилы одевает. В приемной пальмы стоят и огромный аквариум с пираньями. Медсестра на ресепшн похожа на Барби. Губы, как у рыбы, ресницы на взлете. Меня вежливо попросили подождать пару минут. Затем пришла вторая Барби и отвела к врачу. Кресло, в которое меня посадили, было ужасно комфортным, а весь кабинет напоминал космический корабль. Через несколько минут со мной уже работает молодой врач. Вот мне делают 3D-снимок. Одновременно доктор рассказывает мне про их новейшую рентгеновскую аппаратуру, которая позволяет видеть всю картину в самых мелких деталях. Но картина с моими зубами его почему-то не радует. Он хмурится, молчит и в конце концов трагическим голосом объявляет, что воспалительный процесс неумолимо распространяется и уже затронул соседние зубы, что зуб нужно удалить, и скорее всего соседние зубы тоже. А затем, естественно, все протезировать. А у них как раз скидки на комплексное протезирование. Я ошарашен и подавлен. Что делать? Зубы – это важная и, как выяснилось, очень дорогостоящая штука. Записали меня на следующий день. На выходе дали предварительный расчет на 3 листах, во сколько обойдется моя операция. И пошел я со своей болью и грустью деньги на операцию одалживать, потому что такой суммы у меня в наличии никогда не было. Ночь прошла в мучениях. Утро тоже ничего хорошего не обещало. Друг пообещал помочь с деньгами, но приехать сможет только после обеда. Терпел я, да не вытерпел. Побежал зуб удалять в городскую стоматологию, в которую меня еще мама 20 лет назад водила. Старое облезлое здание с кучей бабушек в коридоре. Тут, думаю, может, подешевле зуб удалят, а остальное буду доделывать в крутой клинике. Регистраторша, серая невзрачная тетка в белом халате,
противным уставшим голосом посылает меня в кабинет номер 8. Иду. Перед дверью очередь из пенсионеров. Тетки в очереди смотрят с подозрением. Это у них еще с советских времен осталось. Но видят, что я не симулянт, и зуб действительно болит. Тогда сразу добреют и начинают сочувствовать. «Сидите», — говорят, — «вас позовут». Наконец зовут. Захожу, оглядываюсь. Здесь тоже типа космическое кресло, но уже в космос слетавшее пару раз. То предыдущее кресло в модной клинике было из прекрасного будущего, блестело и сияло сенсорными панелями и портативными камерами. А это напомнило мне космические капсулы из Музея космонавтики СССР. Такая сильно БУ консервная банка, преодолевшая все слои атмосферы и совершившая героический подвиг в деле космического прогресса. Да и пожилая докторша не похожа на молодого модного врача. Не нужно ей летать на Ибицу или покупать 7-й iPhone. Она честно и скучно вот уже 50 лет лечит и удаляет зубы. Своим подслеповатым глазом она заглянула мне в рот и ловко и молниеносно вытащила рыбную косточку, застрявшую между зубами. Если будет ныть, немного содой пополощите. Следующий. Офигевший от произошедшего, я иду домой, мимо клиники с пираньями, где мне только вчера хотели удалить 3 зуба по цене нескольких зарплат. Слов у меня нет, одни эмоции. Вот такой рассказ, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока.